Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Безвкусный, невкусный, безнадежный, ненадежный, безграничный, неограниченный, бессознательный, несознательный. Почему в русском языке есть две похожие приставки «без» и «не»? И вроде бы слова тоже похожи. Давайте в этом видео разберемся, что означают приставки «без» и «не» с прилагательными, какая между ними разница, и остановимся на этих парах слов. Приставки «без» и «не» обозначают отсутствие признака. Вот только приставка «без» обозначает прям полное отсутствие признака. Иногда, в некоторых случаях, эти пары «без» и «не» будут синонимичны, но только иногда. Обычно эти слова имеют разные значения. А вот синонимичные, как беспрерывный, непрерывный, безграмотный, неграмотный, вот эти пары, они синонимы. А теперь давайте уже посмотрим на другие пары слов. Безвкусный, невкусный, разные слова. Безвкусный указывает на отсутствие ощущения, отсутствие вкуса, который должна давать еда. А невкусный указывает на отсутствие приятного вам вкуса. То есть вам этот вкус не нравится, но вы чувствуете этот вкус. Безвкусная еда – отсутствие вкуса совсем, невкусная еда нам не нравится. Чаще всего эти слова мы используем, когда говорим о еде, но безвкусный у нас также сочетается и с другими словами. Безвкусная мода, безвкусная одежда, безвкусное платье. То есть человек, который надевает эту одежду, надевает это платье, не обладает вкусом. Что значит, просто не умеет правильно одеваться. Правильно – это то, что соответствует моде. И в данном случае правильно это будет все-таки чье-то субъективное мнение. Следующая пара – безграничный, неограниченный. Неограниченный указывает на то, что никто не устанавливает пределов, границ. Неограниченный кредит, неограниченный рост, неограниченная свобода, неограниченная власть, неограниченные возможности, неограниченные запасы, неограниченное время, неограниченные ресурсы. А вот уже безграничный – это такой, который не имеет границ, пределов. Безграничная пустыня, безграничные просторы, безграничные леса, безграничные поля, безграничные моря, океаны и так далее. Следующее. Безграничный, то есть не имеет пределов. Безграничная власть, безграничные фантазии, безграничные стремления, безграничные возможности, безграничные ресурсы. Обратите внимание, что здесь сочетаемость слов безграничный, неограниченный совпадает, но разница: безграничный он просто не имеет пределов, а неограниченный кто-то не ставит этих пределов. Правда, когда мы говорим про запасы, ресурсы, возможности, то часто слова безграничный и неограниченный будут синонимы. На территории страны безграничные ресурсы нефти, или же на территории страны неограниченные ресурсы нефти. При получении этой специальности вы получаете безграничные возможности, или же вы получаете неограниченные возможности. Следующая пара слов – безнадежный и ненадежный. Безнадежный – такой, который не позволяет рассчитывать на успех, на хороший результат. В общем, на улучшение. Безнадежная задача. Говорят, что у нас нет безнадежных задач, но я в это не верю.
Безнадежный больной. Его уже нет надежды вылечить. Безнадежное дело, безнадежное положение, безнадежная любовь, безнадежные попытки. Зачем ты все время начинаешь эти безнадежные попытки? Успокойся уже. Или же безнадежный – это такой, который выражает полное отсутствие надежды. Безнадежный взгляд, безнадежное отчаяние, безнадежная грусть, безнадежные мысли. Безнадежные мысли о завершении проекта не отпускали его. А вот слово «ненадежный» такой, которому нельзя доверять, нельзя верить. Тот, который вызывает сомнения. Ненадежный человек, ненадежный помощник, ненадежный друг, ненадежный коллега. Пойми, у нас в офисе все ненадежные. Давай найдем других сотрудников. Ненадежные сведения этого журналиста обвиняют в публикации ненадежных сведений. Ненадежная машина, ненадежная погода, ненадежные средства и так далее. Также может быть ненадежный лед, значит тот, который вызывает сомнения в свойствах. То есть ненадежный лед, вряд ли он такой крепкий, что по нему можно ходить. Ненадежный мост, будьте аккуратны, когда видите такие ненадежные конструкции. Ненадежная защита, ненадежная веревка. Следующая пара – беспокойный и неспокойный. Важно, беспокойный обозначает постоянные качества. Например, беспокойное море, вот оно всегда такое. Неспокойное море только в какой-то конкретный момент. Беспокойный характер, так мы говорим о людях, которые постоянно хотят чем-то заниматься, постоянно активничают, всегда хочет что-либо изменить. Неспокойный характер – тот человек, который не может находиться в состоянии покоя. Еще беспокойный взгляд, беспокойный жест, беспокойный вид, беспокойный сон, беспокойное чувство, беспокойное поведение. В данном случае отсутствие покоя и то, что выражает тревогу, волнение. Далее, беспокойная работа, беспокойная старость, беспокойный сосед, беспокойный человек, беспокойное время. Здесь это такой, который причиняет заботы, неприятности, то есть лишает кого-либо покоя. А вот неспокойный человек, который в конкретный момент не чувствует себя спокойно, то есть испытывает какое-то волнение, тревогу. Неспокойный взгляд, неспокойное поведение, неспокойные движения. Когда мы говорим про неспокойную погоду, мы говорим о плохой погоде. Беспорядочный, непорядочный. Беспорядочный такой, в котором нет системности, нет порядка. Беспорядочное нагромождение, беспорядочный труд. Беспорядочный человек – это тот человек, который не соблюдает порядок. Нет у него системы действий, плана. Кстати, беспорядочная жизнь тоже об этом. То есть является отсутствием результата плана, порядка. Беспорядочные движения, беспорядочные крики, беспорядочная система, нет плана. А вот уже непорядочный человек или непорядочные мысли, непорядочные взгляды, непорядочное поведение, непорядочное отношение – это обозначает совершенно другое. Что значит такой, которому нельзя доверять, способный на низкие, бесчестные поступки. Следующее – бессознательный и несознательный. Бессознательный обозначает, что человек ничего не понимает или же ничего не воспринимает. Он находится в бессознательном состоянии. Бессознательное положение. Таким образом, он просто не контролирует свое сознание. Его сознание не участвует в каких-либо действиях. Бессознательный жест, бессознательный порыв, бессознательное участие, бессознательное стремление к чему-либо.
А вот уже несознательный, такой, который неправильно оценивает свои обязанности, не проявляет сознательности, не хочет или не может, не умеет этого делать. Несознательный поступок, несознательный работник, несознательное отношение к чему-либо. Несознательный человек, несознательный ребенок, такой, который по возрасту, по отсутствию опыта не может правильно понимать, воспринимать что-либо. Несознательный. Вот и все. Надеюсь, вам стали понятнее приставки без и не с прилагательными. И вы понимаете, что да, есть что-то между ними общее. Это отсутствие какого-либо признака. Но есть и очень важные различия. Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.